Привет, мои дорогие девочки! У нас сегодня будут здесь, на нашем канале, о главном и случайном, без вариантов, несколько гаданий. И первое гадание по вашим просьбам. Тема такая будет: гадание на работу в 2026 году, потому что много вопросов, связанных с работой. Давайте вот просто посмотрим, что будет с работой, гадание на работу в ближайшее время. Просто посмотрим с вами, да, и зацепим, вот как откликаются ваши мысли, ваше будущее, связанное с работой. Что будет? Ищете вы работу, или вы, девочки, думаете ее сменить, или заняться своим делом, как попросила Люда. Давайте посмотрим. Ну что, давайте глянем. Так, это работа в ближайшее время. Семерка костей. Семерка костей — это хорошая карта. Это деньги из непонятных источников, про которые вы сейчас где-то не думаете. Вы не понимаете, где примерно эти деньги взять, но они идут сюрпризные. Девятка костей. Они исходят от вашего желания. Девятка, девочки, девятка и семерка костей. Это карты такие: сюрприз и поиск. Поиск и сюрприз. То есть, вот смотрите, деньги будут приходить вам нежданно, негаданно, но не просто так. Вот, например, вы лежите, скажем так, на диване в подушках, да, и деньги вдруг капают. Да, у кого-то это может, кстати, получаться, но у некоторых, у большинства из нас, да, девятка костей — это когда идет так, натуга какая-то. Вы чувствуете: так, мне нужны деньги, мне нужны деньги. И вот эта мысль, которая аккумулируется у вас в голове, она приводит к тому, что вы идете по тому пути, по которому надо, и вот параллельно, говорится, как бы боковым зрением вы начинаете ощущать, где эти деньги взять. Гадание на работу. Что будет еще с работой? Девятка мечей. От кого идет? 13-й старший аркан смерти. Дьявол идет. Семерка пентаклей. Это не совсем простые карты, которые выпадают на ближайшее время. Это, девочки, говорит о том, что это будет какой-то такой, знаете, головоломка. Это будет небольшой даже стресс, связанный с работой. Если вы в поиске работы, это будет означать, что вот сейчас вам будет казаться, что все, какой-то крах, я не знаю, куда двигаться, я не знаю, что делать, и будете переживать по этому поводу. Но это переживание, смотрите, 13-й и 15-й старший аркан дьявола идет. Это говорит о том, что вас переставляют на новые рельсы. Сейчас такое время, новое время, когда надо перестраиваться, переходить на что-то новое. Вас как будто выталкивает. Вот вы, как, знаете, такой вот в воде пузырь, который вот стремится вверх. Хочет он этого, не хочет, он все равно вот выдавливается вверх плотностью воды. И то же самое в работе сейчас идет, да. То есть хотите, не хотите, да, привыкли вы к одному, надо немножко уже отвыкать. И вот это состояние выхода из одного состояния в другое — это нормально. Это, девочки, переход. Нас вот в этом 26-м году многих ждет вот этот переход. У кого-то раньше, у кого-то позже. Так как мы будем делать эти расклады, ну, почаще насчет работы, да, потому что мне надо все-таки вас здесь тоже поддержать, и себя, девочки, и вас. У нас вот эти изменения из-за того, что в политике идут изменения, да, в жизни, вот это вот все. Как я помню, мне было такое видение, но оно уже давновато было. Еще, скажем так, когда эта корона еще даже была. И мне так интересно было, что же будет меняться. И мне, короче, я задавала этот вопрос. Это не было на гаданиях, это не было в онлайне, это я для себя. Вот мне даже было интересно, вот как, чего, как жить-то. И они мне сказали, что страны будут называться по-другому. И я говорю: да ладно, там типа все, что ли? Говорят: все страны будут называться по-другому. Мы будем жить по-другому. Будут другие деньги, будет вообще другая жизнь. И, ну, короче, там много чего было. И я еще тогда подумала, ну, мне было даже немножко смешно, типа, вот логика, моей логике было смешно. Ну, как это так может все меняться? А оно меняется, девочки, и реально меняется прям каждый день. И работа
бизнес, деньги, любовные отношения, да. Если любовные отношения уже, ну, до этого начали меняться, да, вот отношения мужчин и женщин, все остальное, то сейчас нас, как говорится, в работе тоже это все ждет, как говорится. Кого-то раньше, кого-то немножко позже, но готовьтесь. И тут вот по раскладу идет так, да, что да, стрессы будут, да, такое будет ощущение, как будто вот то, вот и когда вы будете испытывать типа а-ля тревогу, но ее надо не совсем заглушать, да, ей надо руководить этой тревогой, ее надо понимать, ее надо переживать, переварить эту тревогу, связанную с работой, с поиском работы, да, переходить на одну работу, не другую, вы будете чувствовать вот эту тревогу. Берите ее в руки, да, пытайтесь ею контролировать, не бойтесь этих чувств, не бойтесь. 13 и 15 старший аркан — это, девочки, такие карты, да, штормит, но выпали семерки. Семерки, девочки, это обозначает, что будут доходы совершенно те непредсказуемые. То есть какие-то доходы будут уходить, но новые будут приходить, и они будут отличаться друг от друга, да. Если вы, например, зарабатывали вот реально много, да, могут быть такие вот пробелы, когда вам будет казаться, что вы вообще ничего не зарабатываете. Когда вы в среднем зарабатывали, тоже вот так вот штормить будет, но это зигзаги. И тут выпала девятка мечей и девятка костей, семерка пентаклей, семерка костей. Это говорит о том, что это идут зигзаги. Это зигзаги, когда мы с одних рельс переставляемся на другие. Стабильности сейчас мало будет на самом деле, да, но в этой вот стабильности мы учимся жить. Помните, как было такое, это были 90-е, кто помнит эти 90-е годы? А, Было такое, что, например, учителя шли торговать на рынок, да, там кто-то тоже вот из-за того, и, например, актеры ничего не снималось, и актеры занимались какими-то другими делами и все остальное. То есть не всегда мы будем заниматься тем, чем мы хотим заниматься, да. Иногда будет такое состояние, что, боже, что за бред какой-то, как выжить в этом мире и все остальное. Но тут выпал 15-й старший аркан дьявола. Не выпала умеренность, например, не выпал повешенный, не выпали такие вот карты, которые... 13-й старший аркан выпал как трансформация здесь, да, и эта трансформация жиждется на том, что, да, будет нестабильно, будет зигзагами какими-то, но то, что мы прорываемся, это будет нас чему-то учить, и мы будем намного сильнее. Через 2 года, вот вы попомните вот этот даже расклад, если вы вспомните его, да, он все равно где-то у вас в голове отложится. Вы будете намного умнее, стабильнее, мобильнее, класснее, понимаете, и будете вот прям, у вас будет тренированная рука, которая будет добывать, скажем так, себе деньги, развивать свой денежный канал, потому что она вот наученная будет в этих каких-то нестабильных ситуациях, которые уже начали возникать. Давайте еще посмотрим. Гадание на работу в ближайшее время. Что будет? Король Пентаклей, Верховная Жрица, двойка кубков. Это король Пентаклей, это и у Верховной Жрицы. Это, девочки, помощь Верховной Жрице. Помощь ведьмака, колдуна, Верховной Жрицы. Поэтому желательно, чтобы вы магичили на деньги. Не забывайте, маги. Ну, магичили, это может быть, я так грубо говорю, да, но заниматься магией для того, чтобы деньги к вам приходили, нужно, да. То есть мы сейчас на что мы можем опираться? Мы опираемся, девочки, сейчас не на логику прихода денег, потому что логика сейчас меняется, она сейчас деструктивна. Нам надо опираться именно на то, что мы чувствуем, куда идти, что делать. Магию толкаем сначала себя сзади. Вы, когда смотрите вперед, вы себя никак не толкнете вперед. Толкайте себя сзади. А знаете, что это значит? Как это можно толкнуть себя сзади?
Магия, девочки, магия. Когда мы вот создаем, например, куклы Вуду, делаем отливочки там, делаем какие-то ритуалы, и эта высшая сила, она всегда становится сзади нас или рядом с нами, которая мы ее не видим сзади нас, либо по бокам, либо видим боковым зрением, либо сзади. И вот она, вот это гребень волны, да, на волне, мы входим в это будущее. Не своими глазками, когда мы смотрим, а именно с помощью магии. Стоит ли ее делать и почему? Особенно, знаете, когда она будет хороша, эта магия, десятка мечей? Вот когда вы будете не видеть своего будущего. Когда вы будете ощущать страх перед этим будущим, когда вы будете вот чувствовать, что упадок сил какой-то, когда вам вот прям это будет нужно, да, то есть когда вы в состоянии таком, что, я не знаю, делать мне на растущую луну, например, ритуалы не делать, вот это не будет работать. Будет работать именно то, когда вы будете вот ощущать какие-то не очень, скажем так, положительные эмоции, да, вы будете переживать, где-то вот упадок настроения будет какой-то, пессимизм, да, и вот именно в этом состоянии, потому что вы так видите будущее, да, а вы видите его как какую-то темноту, значит, пора подключать помощь высших сил. И как делать, что делать? 17-й старший аркан звезда. Вот помощь сзади, девочки, помощь, паж костей, фамильяры. Помощь идет именно от магии, влюбленные. То есть высшие силы вам будут помогать. Но для того, чтобы они помогали, девочки, мы сами знаем, да, что, например, темные символы мы призываем, вызываем, и Богу мы молимся, мы просим Бога о чем-то, да, и, например, можем использовать тот же медуизм, просить, призывать, спросить совета у потусторонних высших сил, вот у любых, я вот тут обобщаю, да, те, которые вам ближе, для того, чтобы вы могли видеть своим третьим глазом именно будущее насчет работы, девочки. Мы на работу гадаем. Давайте посмотрим, и что ждет вот эти... Ну, вот он, нулевой старший аркан и выпал. То есть 13-й с дьяволом, да, это как раз эта трансформация выпадает. И вот выпадает нулевой старший аркан. Вот дурака, обнуление. Обнуление такого, чистоты такой, знаете, чистоты, вечное сияние чистого разума, да, когда мы магичим и через магию, через коммуникацию с высшими силами мы движемся к 17-му старшему аркану звезды. Понимаете? Это немного сложно объяснить с точки зрения обычного обывателя, да, но это легко очень понимается с точки зрения ведьмовства и магии, да. То есть не смотрите в будущее своими глазами скептика, логика и человека, который смотрит именно днем. У вас должно открыться ваше зрение в темноте, понимаете, ваш внутренний тепловизор. И только с помощью вот интуиции, каких-то знаков вы увидите, куда вам двигаться. Да, мои дорогие, к сожалению или к счастью, это так, но вот для меня это двигатель прогресса, да. То есть, как я, например, отношусь к этому раскладу. Я отношусь, девочки, так, да, проблемы, ну, окей, сомнительно, но окей. Они нас закаляют, да. Мы ищем решения с помощью логики, и скепсиса и взгляда днем на вот эту свою жизнь, на свои какие-то проблемы. Мы не видим выхода какого-то, нам страшно. Но как только мы начинаем жить вот в этом мире, пытаться общаться, как говорится, с высшими силами, причем вы с любыми, девочки, что вам ближе? Если вы вот чувствуете, что вам надо молитва, помолиться, да, попросить высшие силы, попросите. Если вы работаете с темными энергиями, призовите, попросите. Если вы больше вот хотите поработать именно с собой, со своей аурой, со своей силой,
Поделайте отливки. Вот я очень люблю свечи, очень люблю, да. Восковые свечи. Сделайте отливки, девочки. Потом возьмите, сделайте себе такое типа алтарное. Например, платок возьмите какой-то, отрез черной ткани, к примеру, да, и нарисуйте там руну феху в круге желательно, да. Можно активировать ее какими-то своими, скажем так, красными жидкостями. Но я тут не говорю слово на букву «К», на мягкий знак заканчивающийся. Короче, такие дела. Давайте еще посмотрим, а что ждет с работой вообще в ближайшее время? Девочки, смотрите, так как вы думаете, оно работать не будет. Вот логика здесь отключается, потому что, смотрите, выпала падающая башня, солнце и шестерка мечей. То есть вот решение всех проблем чистого, например, механически, как мы привыкли их решать, как это раньше было, с тем опытом, который мы имеем, он не особо будет работать. Нет, здесь именно надо подключать вот эту вот свою интуицию, не слушать других людей, не слушайте, девочки, других людей. Тот вот эгрегор, в котором вы живете, состоящий из живых людей, ваши друзья, коллеги по работе, ваши родственники и все остальное, как они видят и понимают этот мир, оно ничего не будет работать. Будет работать именно ваша внутренняя звездочка. Ваша утренняя звезда будет работать. Она будет работать, если вы будете ее чувствовать, вы будете ее понимать. А как это делать? С помощью свечей, с помощью магии, молитв, заговоров, все что угодно. Вот пробуйте, пробуйте, и оно будет вам откликаться. Как откликается оно? Оно будет откликаться вам минимум знаками, да? То есть будут идти определенные знаки вам. Вы их увидите. Это могут быть время, повторяющееся на часах. Это могут быть 600 на 66, кто, например, с этим работает. Шестерка пентаклей. И вот колесо фортуны. Как только я говорю о магии, как только говорю о интуиции, сразу колесо фортуны, сразу звезда выпадала. Понимаете? То есть мы, девочки, смотрим нашим третьим глазом на все. Все, что связано с работой, с поиском работы, со сменой работы, с развитием денежного канала. Только все через магию сейчас. Потому что так, вот смотрите, когда, вот, грубо говоря, мы с одних рельс переставляемся на другие. А как переставиться? Мы же не просто так, вот знаете, ножки переставляем. Нет, девочки, нас переставляет жизнь. Она поднимает нас в воздух, мы левитируем, грубо говоря, и садимся на новые рельсы. Вот что надо понять. Давайте еще глянем. Гадание на работу в ближайшее время. Девятка кубков, король кубков. Есть поддержка. 11-й старший аркан и императрица. Вы никуда не упадете, вы не пропадете, вы не умрете. Понимаете? Вы не станете на колени, не поползете куда-то, да. Не будет вот так вот прям плохо, чтобы вообще какая-то же, да, в жизни происходила. Нет. У вас, девочки, есть поддержка. Где искать эту поддержку и у кого искать эту поддержку? Смотрите, кто выпал. С картой силы и правосудия, который поддерживает императрицу. Король кубковый. Ранее там выпадал король пентаклевый вам. Это, девочки, поддержка. Это поддержка рода и живых, и упокоенных ваших, понимаете? Это, возможно, вы вернетесь или будете делать какие-то такие работы, которые так или иначе связаны с вашим родом, да. То есть обратите внимание, чем занимались ваши люди в вашем роду. Например, чем занимались ваши бабушки, чем занимались ваши дедушки. И вот если вы где-то будете повторять вот эти вот профессии или работы родовые, да, это будет вас тоже поддерживать, кстати. И любили вы это, не любили, но если у вас где-то сохранились какие-то навыки, или вы еще можете научиться чему-то такому интересному, чем кто занимался, да, это вам поможет, кстати.
Потом, если вы вдруг в этом 2026 году заведете кота, собачку, попугайчика или будете подкармливать животных даже на улице, да, вот особенно сейчас, зимой, когда и птичкам, котам, собачкам нечего есть. Вот возьмите с собой корма какого-то, даже самого дешевого купите, да, и вот там где-то будете видеть вот не замерзающего, ну такого, они не особо замерзают, ну хотя да, животные тоже. Обратите внимание, да, подкормите их, это энергия, где-то вы поможете, и вот это вот, знаете, продление жизни незнакомым, рандомным или попадающимся на вашем пути животным, как фамильярам, тоже будет работать. Потому что король кубков и король пентаклей, тут это еще фамильярная помощь идет, понимаете? Поэтому и я, девочки, тоже кормлю и вам советую, да. И я вам скажу, что вот как я ощущаю сейчас, я ощущаю энергии даже тех синичек и воробушка, понимаете? И 3 котов уже. Была одна, потом их стало 2, потом уже сейчас 3. Это, всех подкармливаю. И помимо своей еще собаки, да. И даже вот, например, когда хожу в магазин, там иногда встречаю, вот у меня есть такой человек, а, парень молодой, с сознанием таким измененным, ну, скажем так, а, ну, с особенностями и психики, и, в общем, он инвалид, да, на коляске. И я ему тоже даю. Как только я его вижу, вот ему даю все время, да, вот мимо никогда не пройду. То есть, и что мне это помогает? Да, девочки, я замечаю, что я именно вот становлюсь крепче. Мои какие-то дальние веточки становятся такими крепкими. Поэтому тоже на это обратите внимание. Ну, так что это хоть у нас такой и общий расклад, но, знаете, есть на что обратить внимание. И давайте еще посмотрим гадание на работу в ближайшее время. Так, работа в ближайшее время. Если вы ищете работу, давайте посмотрим. Если вы ищете работу, вы найдете работу. 4. Да, вы найдете работу, будут на вас смотреть, о вас будут говорить. То есть даже на любое собеседование, на которое вы пойдете, про вас будут разговоры ходить, вот, и будет желание вас взять. И я вам скажу, что создавайте резюме, отправляйте их, но подстраивайте не обычное такое от лень. Знаете, вот как вы пошлете резюме, так оно и будет откликаться. То есть надо отправлять резюме с определенной энергией. Толкайте это резюме. И сделайте несколько резюме. Я уже советовала, девочки поддержали. И я вам человек, который и брал на работу других людей, я вам скажу, резюме, оно очень много чего дает. Но резюме должно идеально подходить под определенную работу. Поэтому желательно, вот есть у вас свободное время, сделайте резюме под одну работу, резюме под другую работу, резюме под 3, под 4, под 5, да. И просто меняйте где-то вот название и навыки. Акцент на навыки, потому что все резюме, они читаются по диагонали в первые разы, да, и одни откладываются в папочку, как говорится, кто подходит, и те, кто не подходит, понимаете? И поэтому, а особенно сейчас эти отделы кадров, они вообще мало что понимают, кто нужен, да, и для того, чтобы попасть, например, к директору на собеседование, к мастеру на собеседование, к тому человеку, с кем вы непосредственно будете работать, ему надо, чтобы там был столбик с теми навыками, которые надо именно ему, да. Поэтому под каждую работу примерную, да, создайте определенное резюме с определенными навыками именно для этой работы. Оно будет 100% успешное. А давайте теперь посмотрим гадание на работу. Стоит ли вам менять работу? 21 старший аркан, королева мечей. 4. Нет, пока сейчас, девочки, менять работу не надо. Еще подвернется лучший вариант, он подвернется позже. Короле повешены, и вы быстро как-то смените работу с королевы мечей на королеву костей. Будет быстрая смена работы, когда подвернется та, которая надо. Но надо ее немножко выждать, потому что по 4 пентаклей, по 21 старшему аркану, она сейчас не особо
идет. Вот такие вот дела. А давайте по деньгам еще посмотрим. А что с деньгами сейчас вот в ближайшее время будет? Туз пентаклей. Девочки, вот и как я вам в начале вот 20 минут рассказывала, да, что с колдовством, с ведьмовством, с магией будет связан, как вы будете, вот как говорится, колдовать, столько себе и наколдуете. Понимаете? Потому что сразу выпал туз пентаклей, пятерка костей, семерка кубков. Неожиданные деньги вы себе всегда приобретете с помощью магии. Вот такие вот дела, мои дорогие. Такой вот был у нас небольшой расклад на эту тему. И, девочки, он реально, и для меня сейчас он тоже вот актуален. Я вам здесь разложила, и я вам скажу, что мне есть кому сказать, что, да, даже без гадания, я, может, даже просто ссылку сброшу на это гадание людям, которые у меня тоже вот сейчас про это спрашивали. Все, любимки. Люблю вас, целую, обнимаю. Пусть у вас все будет хорошо. Держу за вас пальчики. Будьте здоровы, крепкие. Ничего не бойтесь. Пока-пока.